дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Также помните, на канале есть обращение к архангелам и ангелам-хранителям. Это важный инструмент для достижения, улучшения, избавления. Ну и саблиминалы – это вообще легко. Просто смотрите и слушаете, и, конечно же, достигаете. Ну и помните, что ваши мысли, чувства и действия сегодня создают ваше завтра. Вот все эти инструменты на канале призваны менять ваши мысли, ваши чувства, ну а действия сами подтянутся. Сегодня, как и каждую неделю, энергии ближайшей недели, события, если мы их увидим, состояние, что же делать, чего не делать, ну и как же двигаться в ближайшую неделю. Сейчас это стихия вода, знаки зодиака, скорпионы, раки и рыбы. Неправильно. Я люблю, чтобы они были по знакам зодиака. Я неправильно выложила. Вот теперь прекрасно. Порядок. Хотя для нас водных знаков, ну, порядок это важно, но мы более творческие натуры. Кстати, все три знака зодиака стихии вода, они творческие. Не забывайте, акцендент. У меня очень большое влияние, я же рыбка, как многие из вас знают. У меня очень большое влияние, простите, горло сохнет, на меня оказывает мой акцендент в близнецах. Поэтому я не такая плавучая и текучая. Могу быть и ветреной. Вот, ну это же стихия воздух, близнецы. Поэтому всегда смотрите как ваш знак зодиака, так и знак зодиака вашего акцендента. Ну и почему я, собственно говоря, в какой-то момент стала не по стихиям, а по знакам зодиака делать. Это более точечно. И если, например, ваш акцендент в той же стихии, вы можете увидеть еще, что же делать, чего не делать. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Ну и я сейчас, как и каждую неделю, выложу по одной карте на каждый знак зодиака. Ну и общий совет для всей стихии. Надеюсь, вы уже сосредоточились, улыбнулись. А не забывайте, в конце карта на исполнение желаний. Желаний много не бывает. 3 карты для каждого знака зодиака. Ну что, смотрим. Раки. Ну, я вам хочу сказать, что для вас неделя будет гармоничная, потому что вы-то, в принципе, не очень сильно спешите всегда. У вас шаг вперед, 2 назад, вы очень сильно сомневаетесь. И вот эта неделя как раз будет вашей неделей сомнений, вашей неделей, когда, может, надо делать, может, не надо делать. А может быть, все-таки я обойду эту ситуацию. Вот такая у вас будет неделя, мои дорогие раки. Вам будет в этом всем комфортно. Единственное, что могу сказать по этой карте, все-таки да, действительно, дайте себе паузу и наберитесь уверенности в том, что же вы действительно хотите делать, что же вы действительно хотите продолжить. С кем вы действительно хотели быть или не хотели быть, да, возможны даже ситуации, когда будет временная пауза в отношениях,
Не могу сказать, что вас это будет сильно нервировать или расстраивать. Наверное, все-таки эта пауза нужна будет вам обоим. Смотрите, не бегите сразу к паузам. Я вижу точечно. Ведь я же вижу большинство событий от людей, у которых довольно-таки сильная энергетика. Если я ваше событие не увидела, и для вас это не актуально, может быть, я не увидела вашу ситуацию, а может быть, для вас оно проиграется как-то по-другому. Но так как не дошла до меня ваша энергетика, я этого не увидела. Вот просто, если говорить о основная линия недели это замедление. Основная линия недели это пауза. Для некоторых из вас это будет долгожданный отпуск, хотя где-то в подсознании будете себя почему-то ругать, что вы что-то перед этим отпуском не закончили. Единственное, от чего могу предостеречь, это от того, чтобы себя ругать. Никогда себя не ругайте, никогда не говорите ничего плохого о себе, как кому-то, так и себе самому или себе самой. Первое, у вас всегда есть причина, по которой вы поступили тем или иным образом. Ну а второе, ругая себя, вы будете притягивать все больше проблем в свою жизнь. Надеюсь, вам этого не надо. А так, еще могу сказать, для тех, кого все-таки будет тяготить, это пауза, вот эти замедления, любые ситуации будут двигаться намного медленнее, чем обычно. Для кого это все-таки будет как-то затрагивать, примите это как подготовку. Для многих из вас это таки и будет подготовкой. Но я для тех, кого все-таки будет тяготить то, что будет происходить. Эта пауза нужна вам. Давайте же посмотрим дальше. Скорпионы, давайте посмотрим, что же у вас. Ну, знаете, вот нелегко будет вам в ближайшую неделю. Не-не-не, ничего плохого. Все здорово. Перед вами будет стоять выбор. И у вас будет как минимум 2 варианта развития событий, 2 варианта, если вы что-то захотели купить, 2 человека, из которых вы можете выбрать, например, если вам нужен партнер-напарник для определенного проекта, у вас будет выбор. Если вы хозяин компании и вы ищете себе работников, то же самое, будет выбор по этой карте. Эта карта вообще-то баланс и выбор без выбора. Что это значит? Это значит, что кого бы вы ни выбрали, что бы вы ни выбрали, все на благо вам. Единственное, что потому что еще эта карта поиска баланса, выбирайте именно то, что вызывает гармоничные чувства в вас. В любой сфере жизни. В здоровье я могу вам точно сказать, что тут надо однозначно выбирать путь к выздоровлению, и даже если на сегодняшний день вы не совсем в него верите, вы выбираете выздоровление, вы выбираете прекрасное здоровье. А так, просто я могу сказать, что больше вам придется анализировать в эту неделю, чем эмоционировать. Эмоции могут замедлить процесс, хотя вот я же говорю, что по этой карте все будет не очень быстро. Но могу сказать, что гармонично. Ну и рыбки, что же несет ближайшая неделя для рыбок? Ну, а у вас несет море возможностей, море перемен. И, как говорится в английском языке, есть такое выражение, что предел только небо. Жизнь беспредельна, возможности беспредельны. Все внутри вас
И все зависит от того, насколько вы себе позволите. По этой карте в ближайшую неделю возможны даже резкие позитивные перемены. Главное, чтобы вы их принимали и понимали, что для позитивных перемен, а для вас это не тяжело, вы творческие натуры, вы самые творческие и, можно сказать, из всех знаков зодиака гороскопа. Ну, а в стихии огонь, вода таким же образом. Поэтому включите все ваше творчество, включите ваше вдохновение. Высшие силы с вами, они вам посылают вот эти перемены. И вот вместе с этим вдохновением, может быть, придется что-то и сделать, именно физически. Но по этой карте возможны даже чудеса, что каким-то невероятным образом решаться ситуации, каким-то невероятным образом, и это возможно, я точно это знаю, главное же в это верить еще, и невероятным образом придут перемены, о которых вы даже не мечтали. Примите вот эту прекрасную неделю и примите мир к вашим ногам. Ой, слушайте, я так быстро все рассказала, но кроме раков, я хочу вам сказать, раки, вот это вот замедление, пауза, это вам посылают высшие силы именно на благо вам. Это же повешенный, это старший аркан. А когда выпадает старший аркан во всех раскладах, я точно знаю, что это более сильный посыл Вселенной. Поэтому примите это как данность. Ну, а рыбки, поздравляй нас. Поздравляю. Ну что, и общий совет для стихии вода. Общий совет для стихии вода. Примите помощь и оказывайте помощь. Это карта взаимопомощи. Это карта, когда если вас попросят о помощи, обязательно, по крайней мере, рассмотрите варианты оказания ее. Единственное, что я всегда предостерегаю о материальной помощи. Материальная помощь – это, знаете, как не хочешь нажить себе врага, не одалживай деньги. Это, к сожалению, к счастью, мы все разные. И в моем, например, понимании и в моих правилах я ни у кого не беру деньги и никому не даю. Есть банк, есть кредитные линии, есть кредитные карты, есть суды. Выбирайте, что вам ближе. Если я одолжила кому-то деньги, одалживаю я ту сумму, без которой я могу прожить, которая никак не повлияет на мое финансовое положение. По той простой причине, что если я одолжила, я не жду этого обратно. Кстати, я точно вам могу сказать, и сегодня у меня все больше и больше этих возвратов. Когда я начинала предсказывать, и меня просили предсказать в долг, в кредит, вот в то время я несколько раз согласилась. И да, я предсказала, и все. И я не ожидала никакого возврата. Прошло несколько месяцев, вот в одном случае прошло 2 месяца, в другом случае прошло полгода. И девочки, это были 2 девочки, и девочки оплатили мне те консультации. Но это было мое решение. Я решила помочь. Да, я девочкам сказала сумму, которую стоит консультация, и просто провела эту консультацию. Честно вам скажу, сегодня не практикую этого. Потому что было много и ситуаций, когда люди пропадали и не возвращали. Поэтому я дала это как пример,
А как поступать, все равно ваш выбор. Вообще ваша жизнь – это ваш выбор. Ну что, мои дорогие, загадываем желание. 3 желания, 3 карты. Давайте же посмотрим. Кстати, я очень часто вижу, что мои карты, ну это я создала эту колоду, они очень чувствуют неделю. Они очень чувствуют, что же происходило на неделе. И могу сказать, что часто прямо дают совет не в бровь, а в глаз. Ну что, вы готовы, раки? Вас ждет счастливое будущее, мои дорогие. Вот ваше счастливое будущее уже открывается. И это значит, что вот после вот этого перерыва, паузы, замедления, все пойдет в то русло, в которое вы хотите. Поэтому ваше желание исполняется. Скорпионы, давайте посмотрим. Вас тоже ждет счастливое будущее. У меня же несколько карт с одним и тем же посылом, только разный дизайн. Вас тоже ждет счастливое будущее. Бабочка принесет вам материальные блага, так это уже точно. И по этой карте, что бы вы ни выбрали, из того, что вот из выбора, который будет перед вами стоять, поведет вас в сторону исполнения желаний. Ваше желание исполняется. Ну и мои дорогие рыбки, ну я вам хочу сказать, что даже по этой карте ваши желания исполняются. Давайте же мы посмотрим, что нам скажут мои карты. Счастье. Счастье вас ждет, нас ждет счастье. Желание исполняется. И вот эти шарики – это лучики, которые принесут вам все, чего бы вы не захотели. На сегодня все. Я желаю вам вот этого самого счастья не в будущем, а сегодня. Здоровья, успехов, удачи, любви, процветания, благосостояния, мира. Всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, практики, ритуалы. Делитесь моим видео с вашими друзьями, родными, близкими, чтобы и они могли взять вот ту самую частичку счастья, с которой я делюсь с вами в моих видео. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.